Приветствую, друзья! На этот раз я приготовил для вас нечто совершенно феерическое. Трехдрайверные гибридные наушники производства Knowledge Zenith, но с настройкой, судя по всему, от какой-то другой, более серьезной компании. Почему я так решил? Все просто. Кабель, насадки и коннекторы однозначно указывают, на чьих мощностях это производилось, а вот тюнинг абсолютно не свойственный этой компании. Плюс еще невероятно богатый как для КЗ комплект и возможность настройки с помощью специальных переключателей на корпусе. Да, как ваших любимых Yanin Canon. Невероятно интересные и очень доступные наушники. О них сегодня и поговорим. Собственно, поехали! Пришла модель в достаточно габаритной коробке с изображением героев обзора и перечнем их технических характеристик, где стоит отметить гибридную трехдрайверную систему излучателей с общим импедансом в 31 Ом и чувствительностью 106 дБ. В комплект нам положили, что совсем уж не свойственно КЗ, солидную инструкцию на куче языков, памятку положений переключателей, синий плотный бокс из кожзаменителя, такое я встречал у Дуну, иголочку и 2 набора силиконовых амбушюр. Плюс те самые черные с насечками уже были установлены на наушники из коробки. Я бы на месте производителя их снял, да и кабель заменил на что-то получше, тогда бы с КЗ их вообще ничего не связывало. А так, конечно, все всем понятно. Насадки, кстати, очень неплохие, ими вполне можно пользоваться. Кабель ровно такой же, как и у старших моделей Knowledge Zenith. Он гибкий, витой, но довольно-таки тонкий. Я бы ему предпочел КБИР Limpet Pro. По сопротивлению на этот раз я получил ровно 0,273 Ома на каждой из жил. Похоже, для себя КЗ выбирают наименее качественные экземпляры. Здесь же все в рамках приличия. Сами чашечки наполовину состоят из металла и наполовину из полупрозрачной смолы, сквозь которую прекрасно видна схема из 7-мм динамика и 2 балансных арматур. 29689, отвечающая за середину, и классика 319 на верхах. С внутренней части находится отверстие для компенсации и средних размеров звуковод. Сзади набор из 4 переключателей, а с внешней стороны абстрактный такой узор с линиями. Сидят наушники отлично, пользоваться ими удобно, да и к звукоизоляции особо вопросов нет. Вот так это все, друзья, и смотрится. По измерениям у нас вполне стандартный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1,5%, что немного, но выше нормы. Однако, если мы рассмотрим искажения в режиме Hi-Fi, то они поднимутся до 2,5%, а это уже совсем на грани приличия. Фаза ведет себя относительно корректно, затухание на 30 и 60 дБ составляет где-то 79 и 98 миллисекунд с незначительными возмущениями на краях диапазона. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 дБ с пологим таким заходом на середину и куда более внушительное выделение области разборчивости. Причем абсолютно во всех режимах подъем будет больше 10 дБ, после чего мы имеем легкие акценты на 4,5, 6, 8, 11 и 17 кГц. Следовательно, звучание в любом случае будет ярким, но не пересвеченным. Со сменой амбушюр отличия, как видите, проявляются, однако ничего кардинально нового. Небольшие отклонения на верхах дали черные насадки с насечками. Разницу в предложенных нам положениях регуляторов можете изучить самостоятельно. От себя же скажу, что мне куда больше по сердцу пришли значения с включенным первым и последним регулятором. В плане звучания же это действительно нечто новенькое. Подобного у компании КЗ я лично еще не встречал. Обычно их модели характеризуют четкость, прорисовка, драйв и мониторная такая холодность. Здесь же властвует аналоговая, я бы даже сказал, бархатная теплота, мелодика и приятная музыкальность. Однако назвать это абсолютным успехом я лично не могу. Непонятно почему, но с выключенным 4-м ключом модели требуют
потребуется прямо серьезное усиление. Хотя даже если вы его обеспечите, получите, так сказать, тусклый, слегка зажатый звук, которому явно не хватает энергии и выразительности. Включение последнего регулятора конкретно этот вопрос решает, но, к сожалению, привносит с собой новые, сильнее задвигая средние частоты и бас. То есть получается ярко и довольно-таки агрессивно, акценты смещаются к своим верхним границам. Я знаю, что ровно так же настроены популярнейшие и весьма дорогие Moondrop Variation, но это, на мой взгляд, не оправдывает тюнинг. Естественно, с таким подходом мы будем иметь высокое разрешение, разделение, различные скоростные показатели, воздух и передачу энергии трека. Но у вокала, как и у акустических инструментов, бледнеет или совсем пропадает так называемое тело. Заметьте, не масса, а базовая часть, из которой, собственно, и развивается звучание. Из-за чего женский вокал становится хотя и сверхподробным, но легковесным и невыразительным, а местами даже звенящим. Глубокий же мужской вокал обращается в нечто рычащее. Может, кому-то это по сердцу, не буду спорить, но лично у меня появляется ощущение пустоты между действительно неплохим по глубине и текстурности басом и верхней частью средних частот. Кстати, в положительном ключе отмечу отработку ритмической секции, которую в свое время опрометчиво задавили в Variation. По верхам ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу. Ничего не сыпет, не ярчит и не свистит, а это для данного сегмента уже замечательно. Слушается модель приятно, но еще раз подчеркну, на слух она не сбалансирована, с заметным креном в сторону высоких частот. Так что придется из двух зол выбирать меньше. Или звук будет скучный и вялый, и это при моем усилителе для наушников на 6 Вт мощности. Или придется мириться с подчеркнутой яркостью и связанным с ней смещением баланса. Зато, как говорится, нет проблем с четкостью, уровнем детализации и, конечно, экспрессией. Если вы ценитель такой подачи или просто грезите тщательной прорисовкой перкуссии и всевозможных высокочастотных хвостов, то лучше Shine за эти деньги вам, наверное, и не найти. Я же этому предпочитаю собранность и сбалансированное распределение акцентов по всему диапазону частот. Только так можно получить гармоничность, комфорт и мелодику. Да, подход Shine многим понравится, так как подкупает разрешением и ощущением скорости, но целостность аудиальной картины при этом серьезно страдает. И именно поэтому я полностью согласен с производителем. Больше 6,5 тысяч рублей за этот звук просить не стоит. Справедливая, скажем так, цена по совокупности плюсов и минусов. Теперь вкратце пробежимся по рекомендуемым нам настройкам. В стандартном режиме, как я уже сказал, все слишком тускло и пресно. Можно немного добавить жару вторым и третьим ключом, но на результате это особо не скажется. Там разница всего в 1,5 децибела. В хай-фай ярко и прямо очень бедно на низах. Рок же добавляет нам баса, а с ним и глубины, чем хорошо так разбавляет яркость на верхах. Лично я считаю рок наиболее сбалансированной настройкой. Можно, конечно, еще приподнять самый верх диапазона, но в том особой пользы я лично не вижу. Классика, кстати, именно это и делает, только оставляет бас в своем первоначальном плоском положении, а следовательно мы получаем, считай, один только верх. Ну и самый экстремальный вид настройки — это поп. Там все по-клубному. Бас и максимально задранные высокие. Скажу честно, при 16 значениях переключателей толком накрутить здесь ничего не получится. Так или иначе, мы все равно плаваем вокруг начальной настройки и рок с мелкими вариациями. По стилистике я бы их рекомендовал для того же рока, металла, разнообразной, в том числе танцевальной электроники, популярной и несложной инструментальной музыки. Погрузиться в глубины джаза мне с ними, честно сказать, не удалось. Задорно, но ярковато и без ценимого мною тембрального объема и общей гармонии. Зато рокеры и металлисты должны просто визжать от восторга. Сам же я лучше бы выбрал царский Казезар, а еще лучше Кивиер Оркестр
Astralight, которым герой обзора проигрывает мгновенно и по всем показателям, что, собственно, и неудивительно, учитывая разницу в цене. Ну и напоследок не могу тут не отметить отличную передачу сцены в оркестровой музыке. Инструменты хорошо позиционированы, им хватает воздуха и, конечно же, разрешения. Так что свои фанаты у модели обязательно найдутся, особенно среди облизывающихся на Variation. Итогом гибридные трехдрайверные наушники Joy Audio Shine очень удобно сидят, кабель в комплект положили нормальный, насадок от души, на вид они довольно эффектные, множество вариантов настройки, но звучат по мне так несколько спорно. Да, здесь просто превосходная прорисовка нюансов, четкость, радующий своей глубиной бас и теплый такой аналоговый почерк. Их действительно есть за что любить и есть на чем поймать тот самый вау-эффект. Однако выше головы они не прыгают, и сбалансированным их звучанием я все-таки не назову. Середина прямо еле просматривается, отдавая все на откуп верхней части диапазона. Оттого, кстати, здесь все прямо весело и задорно. Любителям всякого агрессивного это точно понравится, ну а предпочитающим живое акустическое исполнение лучше посмотреть на что-то еще. В общем, для своей цены достойно, но без откровений. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники Joy Audio Shine. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.